Уважаемые товарищи, добрый день. Проведем сегодня очередное совещание. На прошлой встрече основное внимание было уделено выполнению задач в зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная». Что касается группировки «Запад», говорили о ситуации в целом в зоне ответственности, но и о том, как складывается обстановка в районе города Купянск. Что касается Южной, командующий доложил о ситуации также в зоне его ответственности и доложил о том, как идет боевая работа в городе и вокруг города Северск. Что касается группировок центр, восток, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил. И сегодня продолжим работу, более подробно поговорим об обстановке в зоне ответственности ваших группировок, уважаемые товарищи. Конечно, прежде всего хотел бы получить информацию о том, как обстоят дела в городе Красноармейске и о том, как вы видите дальнейшее развитие ситуации в этом районе. Что касается группировки «Восток», то знаю, какими темпами ваши войска движутся в заданном направлении. Подошли к городу Гуляй-Поле и, конечно, хотел бы услышать информацию о том, как обстоят дела и в районе Гуляй-Поля, ну а самое главное, как вы считаете, что вы предлагаете в зоне вашей ответственности сделать для того, чтобы решались поставленные перед вашей группировкой задачи наиболее эффективным образом. Начальник Генерального штаба на прошлом совещании докладывал о результатах выполнения задач на всех направлениях, в том числе и на данных направлениях, а командующий группировок войск более подробно доложить о развитии ситуации в зонах вашей ответственности. Кроме того, в рамках сегодняшних мероприятий рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки, а также обсудим наиболее актуальные вопросы обеспечения войск. Не будем забывать, что подходит зимний период, и надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым. И, Валерий Васильевич, вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки «Север», имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы. И в этой связи хотел бы услышать, как складывается обстановка в районе города Волчанск и в самом Волчанске. Давайте перейдем к работе. Прошу начальника Генерального штаба доложить обстановку в зоне специальной военной операции в целом. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с замыслом специальной военной операции войска объединенной группировки ведут наступление на широком фронте. Командование Вооруженных сил Украины продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окруженные группировки на Купянском и Красноармейском направлениях и стремится остановить наше продвижение на Краснолиманском, Северодонецком, Днепропетровском и Запорожском направлениях. Группировка войск «Север» сегодня завершила освобождение города Волчанск. Кроме того, в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще 3
населенных пунктов, это Синельниково, Цегельное и Двуречанское. Воинские части и соединения группировки войск «Запад» сосредоточили основные усилия на Краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол по разгрому окруженной группировки после взятия Купянска. И продолжают сжимать кольцо по ликвидации этой группировки заблокированной. Численность ее порядка 15 батальонов насчитывается. В прошлый раз вы говорили, и я тогда еще задавал вопрос, вот по левому берегу реки Оскол противник не может уйти туда, на юг, по берегу? Нет, не может, потому что там по южнее этой окруженной группировки противника, там плотная оборона первой танковой армии по всему левому берегу. И она где-то идет на 17 километров на юг, эта оборона выстроена. Развивается наступление на также Рубцовском и Краснолиманском направлении группировки «Запад», и штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и в Яровой, это на Краснолиманском направлении. Южная группировка войск развивает наступление в северной части Донецкой Народной Республики. На северском направлении в результате активных боевых действий освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровская. В самом Северске штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточной и в южных районах города, освобождают ежедневно более 100 зданий в Северске. На Краматорско-Дружковском направлении, также группировка «Юг», освобожден населенный пункт Иванополья, и продолжаются уличные бои в Константиновке. Юго-восточные и восточные части города Константиновки перешли под наш контроль. Всего это более 30% от общего количества зданий в Константиновке. Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжает уничтожение подразделений противника в Димитрове. Кроме того, часть сил группировки успешно развивает наступление в Днепропетровской области. Группировка войск «Восток» продолжает с высокими темпами наступать в западном направлении, расширяя зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Войска группировки «Днепр» наступают на запорожском направлении, окружен населенный пункт Степногорск, ведутся боевые действия за овладение Приморским. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса. Доклад закончен. Спасибо. В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта. В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая еще находится под контролем противника. Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Николаевич в ходе нашей встречи 25 октября докладывал о окружении группировки ВСУ в районе Красноармейской Дмитровской агломерации. Валерий Николаевич, правильно я понял, начальника Генштаба, что город Красноармейск в наших руках? Да. Доложите, пожалуйста, поподробнее. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладываю. Войска группировки «Центр» продолжают выполнять задачи по разгрому противника на Днепропетровском направлении в соответствии с замыслом, утвержденным Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации. На Красноармейском направлении
2-я армия силами 30-й отдельной мотострелковой бригады, 506-м, 439-м, 1435-м мотострелковыми полками 27-й гвардейской мотострелковой дивизии завершили освобождение города Красноармейск. В настоящее время идет поиск и уничтожение остатков мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте. Продолжается уничтожение формирований противника в Димитрове. Южная часть города полностью освобождена, идет зачистка. Группировка противника в северной части надежно заблокирована. Попытки выйти или деблокировать эту группировку у противника успехом не увенчались. Оценочно находится от 1500 до 2000 человек, заблокированные в северной части города. Противник предпринимает неоднократные попытки для деблокирования, а также старается вырваться с города, но успеха, как уже доложил, не было. Все атаки отбиваются, прорыва не допускается. Группировкой войск в соответствии с вашими указаниями проводятся мероприятия по созданию условий для прекращения сопротивления и сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Вместе с тем, командование противника всячески этому препятствует. По словам украинских солдат, сложивших оружие, им под угрозой расстрела, расправы над родными и близкими запрещается сдаваться в плен. Также нами неоднократно зафиксированы факты уничтожения украинскими FPV-дронами бойцов Вооруженных сил Украины, выходящих на наши позиции с поднятыми руками. Кроме этого, продолжаем развивать наступление на левом фланге в направлении Новопавловки, являющимся основным узлом обороны противника на данном направлении. Охватываем противника с юго-западной, западной, северо-западной и восточной части населенного пункта с целью его окружения. Товарищ Верховный Главнокомандующий, группировка войск «Центр» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями, будут выполнены. Доклад закончен. Я еще скажу об этом, но прямо сейчас хочу вас поблагодарить за результаты работы по Красноармейску. И вас, весь командный и личный состав группировки. И, конечно, бойцов наших ребят, которые выполняют эти боевые задачи. Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно. И это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции. Благодарю вас. Служу России. Андрей Сергеевич, пожалуйста, обстановка в зоне ответственности группировки «Восток». Товарищ Верховный Главнокомандующий, группировка войск «Восток» в соответствии с замыслом специальной военной операции выполняет задачи на Запорожском направлении. Соединения воинские части активно продвигаются на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской областей. Наступление 5-й, 29-й и 36-й армий ведется на широком фронте. Сегодня 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье. За последнюю неделю также освобождены Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Всего с 1 ноября под контроль группировки перешло более 360 квадратных километров территории данных регионов. В Днепропетровской области освобождено 7 населенных пунктов и в Запорожской области 12. В настоящее время соединения 29-й и 36-й армий расширяют зону контроля на восточном берегу реки Гайчур. Кроме того, подразделения 5-й армии вчера вошли в населенный пункт Гуляй-Поле, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенном пункте. Наступление на данном направлении продолжается. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уничтожение формирования противника на Запорожском направлении осуществляется в соответствии с замыслом, утвержденным Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации. Все задачи, стоящие перед войсками группировки «Восток», будут выполнены. Как вы видите в дальнейшем развитие ситуации? В дальнейшем, товарищ Главнокомандующий,
Ключевым будет являться разгром противника на левом берегу реки Гайчур для продолжения наступления дальше в западном направлении в границах Днепропетровской и Запорожской областей, а также овладение Гуляйпольским оборонительным районом, центром в городе Гуляйполе. Андрей Сергеевич, ваши войска двигаются темпом, который гарантирует нам выполнение всех стоящих перед нами задач. Имею в виду, что при таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать. Вот сейчас в зоне ответственности группировки «Центр» внимательно следили за тем, что происходит вокруг города Красноармейск. Я правильно понял, да, что противник любой ценой, именно любой ценой пытался деблокировать Красноармейск. Да, абсолютно. Вот, не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения, но практически на убой, без всякого преувеличения. Если иметь в виду, что, кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ, это рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко. Вот то, что я сейчас сказал, соответствует действительности? Соответствует действительности, да. Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно. Людей недавно призвали, люди не обучены. Они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Там гибнут десятками и сотнями. Ну, такое отношение, конечно, я думаю, оно видно, пока продолжится. Но это просто истребление своего народа идет. Прямо это наши офицеры наблюдают на поле боя, да? Это наблюдают наши офицеры, наши солдаты, и расчеты, и воздушной разведки, и FPV-дрольщики. Там лесополосы усыпаны трупами украинских солдат. Понятно. Ну, это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве. Уважаемые товарищи, вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач специальной военной операции. Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Также можно констатировать, что уничтожение формирования противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно. Отмечаю также эффективные действия соединений и воинских частей группировок «Центр» по освобождению города Красноармейск. Безусловно, нельзя привести в пример и успехи штурмовых подразделений группировки «Восток», действующих на запорожском направлении. Темпы наступления соединений и воинских частей на этом направлении, как я уже говорил, впечатляют. Прошу передать слова благодарности всему личному составу группировок, командному составу за эту тяжелую, но очень важную для нашей страны работу. Благодарю вас. Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. И я уже говорил об этом. Это, конечно, Министерство обороны, Генштабу нужно подумать о снабжении войск в наступающий зимний период.